Канал Валерия Табакова представляет «Разрушение языкового шовинизма. Опровержение тезисов Ирины Фарион». Уважаемые дамы и господа, сегодня мы разоблачить и сокрушить опасную, абсурдную и разрушительную идеологию Ирины Фарион, которая превращает язык из инструмента общения в оружие разделения. Ее взгляды опираются на два столпа: вырванную из контекста цитату Лины Костенко «Нации умирают, когда у них отбирают язык», и ее собственное оскорбительное заявление, что неспособность выучить украинский язык говорит о политической предвзятости или умственной отсталости. Есть еще один столб про маленький кулачок. Это тоже. Так вот, эти идеи не просто ошибочны, они токсичны. Они сеют ненависть, раскол и нетерпимость. Мы, друзья, применим их к еврейской нации, которая веками использует два языка – идиш и иврит. И покажем, каким нелепым, абсурдным и опасным выводом они приводят. А затем я обращусь к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Постучу, так сказать, ему в сердце, ему в голову. Постучу в сердце и в голову человеку еврейской национальности, президенту Украины, с призывом остановить этот языковый шовинизм. Это будет захватывающее путешествие, минут на 20. Готовы? Вперед! В бой с догматизмом! Ирина Фарион утверждает, что нация умирает, когда теряет язык. Это звучит красиво, поэтично, почти как строчка из эпоса. Но давайте разберемся, правда ли это универсальная истина, и что это значит для нации, у которой не один, а два языка, как у еврейского народа. У евреев есть иврит, язык Торы, пророков, священных текстов, возрожденный в XIX веке Элиэзером бен Ихудой, как основа современной государственности Израиля. Есть идиш, язык повседневной жизни, литературы, театра, песен, который веками был душой еврейских общин Восточной Европы. Если следовать логике Фарион, один из этих языков должен быть правильным, а другой – угрозой нации. Но какой? Кто решает? Может, Ирина Фарион из своего кабинета во Львове? Серьезно, дамы и господа, кто даст ей право решать? Иврит – это язык Библии, язык, на котором
Давид писал псалмы. Язык, который сегодня объединяет миллионы израильтян в школах, армии, судах. Но идиш – это язык Шалом Алейхима, чьи рассказы о Тивье-молочнике стали мировой классикой. Это язык Исаака Башевиса Зингера, который получил Нобелевскую премию за романы на идише. Это язык, на котором пели колыбельные, шутили на рынках, спорили в синагогах от Вильнюса до Одессы. Отобрать идиш значит уничтожить целую эпоху еврейской культуры. Это как сжечь половину библиотеки, вырвать сердце из тела. А отобрать иврит значит отрезать еврейский народ от его древних корней, от Торы, от современной государственности. Это как разрушить фундамент дома. Вспомним еврейскую общину в Польше до Второй мировой войны. Миллионы евреев говорили на идише, языке газет, школов, театров. Еврейская нация доказала, что два языка могут сосуществовать, дополняя друг друга. Иврит – это связь с прошлым и настоящим. Идиш – это душа диаспоры. Зачем делить их на правильное и неправильное? Это как сказать, что у вас может быть только одна рука, правая или левая. Абсурд. Посмотрим на Индию. Там сотни языков. Хинди, бенгали, тамильский, телугу. Индийцы не выбирают один правильный язык. Они гордятся своим многоязычием. И это не разрушает их нацию, а делает ее богаче. Или Швейцария. 4 языка. Немецкий, французский, итальянский, романшский. Швейцарцы не умирают как нация, потому что говорят на разных языках. Напротив, они процветают. Фарион же хочет навязать нам бинарную логику. Один язык, одна нация. Это не защита нации. Это ее обеднение. И это был первый удар по ее догматизму. Теперь ко второму тезису Фарион. Обращаясь к регионалам, она заявляла в Раде: если ты не выучил украинский язык, ты либо политически предвзят, либо умственно отстал. Давайте теперь применим это к еврейской нации. Представьте хасида из Бруклина, который говорит на идише, читает Тору, живет по законам своей общины, но не владеет ивритом. По Фарион он либо предвзят, против чего? Против Израиля? Против сионизма? Или он умственно отстал,
Серьезно? Человек, который сохраняет язык своих предков, язык, на котором пели колыбельные его бабушки, он что, глупец? Или предатель? Как думаете, господа, это нормально называть такого человека идиотом? А теперь возьмем израильтянина. Скажем, инженера из Хайфы, который говорит на иврите, был в армии, растит детей в Израиле, но не знает идиша. Он тоже предвзят. Против чего? Против еврейской диаспоры? Или он тоже умственно отстал? Это что, теперь хасида из Бруклина и инженера из Хайфы записать в предатели или идиоты? Это не аргумент. Это хамство. Это оскорбление миллионов людей, которые сохраняют свою идентичность, даже если не говорят на правильном языке, по версии Фарион. Вспомним Эли Визеля, нобелевского лауреата, пережившего Холокост. Он писал свои книги на французском, а не на идише или иврите. По Фарион он что, предвзят или умственно отстал? А Альберт Эйнштейн, который говорил на немецком и английском, но не на идише или иврите, он тоже глупец? А миллионы евреев в Америке, которые говорят на английском, но сохраняют еврейскую идентичность через синагоги, праздники, культуру, они тоже неправильные? Фарион игнорирует реальность. Знание языка зависит от среды, образования, обстоятельств. Хасид в Бруклине не учит иврит, потому что его община говорит на идише. Израильтянин не учит идиш, потому что в Израиле он не нужен. Это не предвзятость и не глупость. Это жизнь. Вспомним Советский Союз 1920-х годов. Тогда власти решили, что идиш – это правильный язык для евреев, а иврит – буржуазный и сионистский. Ивритоязычные школы закрывали, учителей арестовывали. Это был языковой террор. По логике Фарион это было правильно, ведь они выбрали один язык. Но это разрушило часть еврейской культуры. А теперь представьте, что в Израиле кто-то запретит идиш, потому что он неправильный. Это привело бы к расколу, к ненависти. Фарион же предлагает именно такую модель. Один язык правильный, другой враг. Это не защита нации. Это ее разделение. Возьмем Украину. Миллионы украинцев говорят на русском из-за советской русификации, миграции, смешанных браков. По Фарион они все либо предатели, либо глупцы. А вы, друзья, как думаете, если ваш сосед говорит на русском, но празднует День независимости Украины, он что, предвзят? Это оскорбление, а не аргумент. Фарион превращает язык в оружие, в тест на лояльность.
Но язык – это инструмент общения, а не клеймо. И это был второй удар по ее фарионовской идеологии. А теперь дойдем до крайности. И это о третьем столпе. Представьте, идишеязычный еврей избивает ивритоязычного за то, что тот не говорит на идише. Или наоборот, израильтянин нападает на хасида за незнание иврита. Звучит как бред, но это прямое следствие логики Фарион. Если язык – это единственный критерий национальной принадлежности, а не знание языка – предательство, то насилие становится оправданным. Как она оправдывала поступок своего внучка Димитрика по отношению к Мише в детском саду. Помните? Кулачком. Если ты не говоришь на правильном языке, по логике Фарион, ты враг. А врагов можно бить. Правда, госпожа Фарион? Вспомним Квебек, Канада, 1970-е годы. Франкофоны навязывали французский через законы, штрафы, дискриминацию англофонов. Это привело к протестам, расколу общества, оттоку англоязычного населения. Это что, пример для подражания? Или Югославия, сербский и хорватский? Почти одинаковые языки, но их сделали символами вражды. Это привело к войне, крови. Хотите такого, госпожа Фарион? Слышите там, у себя? Ваш путь – это путь к насилию, а не к единству. Представьте, в Израиле группа фанатиков решает, что идиш – это угроза нации. Они начинают нападать на хасидов, которые говорят на идише. Или наоборот, хасиды в Бруклине начинают травлю израильских эмигрантов за незнание идиша. Это что, укрепит еврейскую нацию? Нет. Это разорвет ее на куски. Фарион не призывает напрямую к насилию, но ее риторика создает почву для нетерпимости. Если язык – это все, то любой, кто говорит не на том языке, враг. Это опасный путь, и история доказывает это. Вспомним Руанду 1994 года. Там языковые и этнические различия стали поводом для геноцида. Хуту и тутси говорили на одном языке, но их разделили искусственные маркеры. Фарион делает то же самое. Она делит людей на правильных и неправильных по языку. Это путь к ненависти, а не к созиданию. Хотите, чтобы язык стал поводом для вражды, друзья? Я нет. Вспомним Каталонию, Испания. Там споры о каталанском и испанском языках привели к политическому кризису, протестам, расколу. Это что, путь для Украины?
Фарион хочет, чтобы мы повторили эти ошибки, теперь разберем ее тезисы по кирпичикам. Цитата Лины Костенко красива, но не универсальна. Нации умирают не от потери языка, а от утраты воли к самосохранению. Вспомним армян. В диаспоре многие говорят на английском, русском, французском, но сохраняют идентичность через церковь, традиции, память о геноциде. Или ирландцы. Многие перешли на английский, но Ирландия жива благодаря культуре, литературе, борьбе за независимость. Евреи говорили на ладино, арабском, русском и оставались евреями. Язык важен, но он не единственный маркер. Фарион же делает его идолом, игнорируя историю, ценности, веру. Теперь о дилемме: политическая предвзятость или умственная отсталость. Это не только оскорбительно, но и антинаучно. Языковые способности зависят от среды, образования, возраста. Вспомним Марка Шагала, великого художника, который говорил на идише и русском, но не на иврите. Он что, предвзят или глуп? А миллионы украинцев, которые говорят на русском из-за советской русификации, они тоже глупцы? Это не аргумент, это хамство, которое делит людей на правильных и неправильных. И о насилии, как следствие. Риторика Фарион создает почву для нетерпимости. Если язык – единственный критерий, то любой, кто говорит не на том языке, враг. Вспомним Бельгию. Там языковые споры между фламандцами и валлонами привели к политическому кризису. Хотите, чтобы язык стал поводом для раскола? Фарион подталкивает к этому. А теперь, друзья, я обращаюсь к господину президенту Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы человек еврейской национальности, лидер Украины, страны, которая сегодня борется за свою свободу и единство. Вы знаете, что значит быть частью нации с богатой и сложной историей. Нации, которая веками сохраняла свою идентичность через идиш, иврит, другие языки, через культуру, веру, память. Вы знаете, что язык – это не оружие, а мост, который соединяет людей. И вы знаете, как опасна риторика, подобная той, что продвигает Ирина Фарион. Ее слова делят украинцев на правильных и неправильных, сеют рознь там, где нужно единство. Ваша семья, господин президент, вероятно, говорила на русском или идише, как многие еврейские семьи в Украине. Это делает вас менее украинцем? Конечно, нет. Вы пример того, что идентичность – это не только язык, но и действия,
ценности, любовь к своей стране. Риторика Фарион оскорбляет миллионы украинцев, которые говорят на русском, но сражаются за Украину на фронте, волонтерят, строят будущее. Это оскорбление и вашей истории, господин президент. Я призываю вас, Владимир Александрович, публично осудить языковой шовинизм, который разделяет наш народ. Вы президент всех украинцев, независимо от их языка. Покажите, что Украина – это страна инклюзивности, где язык – это богатство, а не клеймо. Поддержите инициативы, которые укрепляют единство через культуру, образование, диалог, а не через языковые ультиматумы. Создайте платформу для обсуждения языковой политики, которая будет уважать всех граждан. Ваше слово как лидера может остановить эту волну нетерпимости. Действуйте, господин президент. Нация – это не только язык. Это общая история, ценности, память. Еврейская нация доказала это, сохранив себя через идиш, иврит, ладино, английский. Вспомним Южную Африку. Там 11 официальных языков, и это не разрушает нацию, а делает ее уникальной. Или Канаду, 2 официальных языка, и это не мешает канадцам быть единой нацией. Фарион же хочет одного языка, одной правильной идентичности. Это не защита нации, а ее объединение. Я предлагаю альтернативу. Язык – это богатство, а не оружие. Пусть хасид говорит на идише, израильтянин на иврите, украинец на украинском или русском. Идентичность – это не тест на знание языка, а общая цель, общий дух. А теперь вопрос к вам, уважаемые слушатели. Кто из вас говорит на 2 языках? Это что, делает вас менее украинцем, менее евреем, менее человеком? Конечно, нет. Многоязычие – это сила, а не слабость. Ирина Фарион ошибается. Ее тезисы – это яд, который делит нацию.